Здравствуйте, мои дорогие! Тасую колоду, вам напоминаю. На моем канале в списке воспроизведений находится папка экстренной психологической помощи. Сама себе психолог. Если вы чувствуете, что запутались, то там лежат готовые рецепты. Как общаться с токсичными людьми, как пережить кризис, выйти из него королевишной. Карты нам подсвечивают путь, вот, правильно, указывают, в какую сторону нам идти, да, как строить. Выстраивать этот путь, да? А шаги мы делаем сами уже. Головой думаем. Ладно, мои хорошие. Тема сегодняшнего расклада. Кто следит за тобой прямо сейчас и какая, собственно, у этого человека конечная цель? Что ему надо от вас? Итак, давайте начнем. Кто же держит тебя в поле внимания? Да? Узнаем. Иногда ощущение, что за тобой наблюдают, не такое уже иллюзорное. Важно понять, что речь не всегда о буквальном каком-то контроле. Чаще о внимании, которое ты продолжаешь удерживать в чем-то поле. Кто-то может периодически проверять тебя, следить за твоими какими-то изменениями, возвращаться мыслями или даже действиями. Но не факт, что правится напрямую. Давайте посмотрим. Кто же держит тебя в поле зрения? Этот тип человека. Может быть, там прошлый партнер, наблюдатель какой-то из окружения, конкурент. Кто это? Кто это? Ух, что-то тут паук какой-то. Ух, мамочки, токсичный паук в ограничениях. А дьявол, Том. О чем это? Кто это? Вау! Девочки мои хорошие, а тут за вами прям следят группа лиц. Ну, тут женщины, женский какой-то коллектив. Может быть, какое-то сообщество, да? Капец, а что это такое? Так, защита и подглядывание. Знаете, как будто бы такая история, вы уже как будто бы от каких-то женщин, может быть, вы знаете, возможно, это коллектив, возможно, это ваши даже какие-то а-ля прежние, там, у кого-то это коллеги, это, может быть, прежние знакомые, подруги, так называемые, где-то, может быть, даже подруги, у кого-то это там по университету, даже по школе, хотел сказать, по детскому саду. Вот такие, может быть, даже подружайки. Вы уже как будто бы от них закрываетесь, поменьше информации о себе даете. Может быть, вообще мало информации. А они все равно как бы подглядывают, смотрят, следят. Вот они следят за вами. Давайте узнаем, да, какая конечная цель. Ну, характеристика на этих... Это женщины. Характеристика на этих женщин, ну, не очень тут. Мягко говоря, я прям испугалась первой карты, как паук, как пауки какие-то, хотя сказать, в банке, да, в паутине они тут простраивают эту паутину, токсичненькие, ограничения, дьявол. Это, знаете, карта дом. У кого-то тут, может быть, знаете, проблемы дома, в семейной жизни. У кого-то ограничения разного рода. У кого-то это материальные ограничения, у кого-то это, ну, уже не знаю, что там за ограничения. Наверное, у каждой свои, но тут больше другое. Сейчас я буду докладывать. Это, знаете, это такие какие-то женщины, которые могут вот так вот, как колка, вот поддевать, задевать, какие-то такие, ну, фразочки бросать. Вот что-то мне вот такое идет. Сейчас. Что это вообще? На что это похоже? Это вообще... Для начала давайте определимся. Это, ну, это женский коллектив. Я уже поняла. Это ваши... Ну, давайте начнем с коллег. Это ваши коллеги по работе. Тут справедливость, и тут карта юридически. Да, это, скорее всего, ваши какие-то коллеги. Это очень похоже. При этом те, скорее, которые имеют доступ, ну, тут Фемида, да, справедливость, она же, тут доступ, может, к информации, к документам, к оформлениям документов. Вот что тут юридические какие-то вот они, может быть, решают. Так, давайте еще раз. Может быть, это ваши подруги?
социум. Ну, не знаю. Так, и... Что можно не спросить? Бывшие, может быть, подруги? Нет. Тут очень похоже на действительно каких-то коллег, но при этом подруги. В социум карта, это, знаете, как будто бы, может быть, они себя ведут вот в социуме, в вашем окружении, так позиционируют себя, как будто они, ну, к вам благожелательно настроены, да, в вашу сторону. Ну, мне так идет. Так. Все-таки больше это какой-то как сплоченный, это как сплоченный какой-то коллектив. Башня, нифига не сплоченный. А о чем это? Букет женщины, радуга. О чем это? Борьба. Ну, точно как пауки в банке, да? О чем? Борьба, дом. Вот у меня тут дом. Вот такое ощущение, как будто под одной крышей. Ну, может быть, рабочие какие-то моменты, да, вот все-таки ж под одной крышей, там, фирма какая-то, да, может быть, заведение какое-то. И насчет сплоченного ни хрена. Тут у каждого свои какие-то, как будто бы, ну, может быть, настроения. Они разные, эти женщины. Дело в том, что и разные вещи их радуют. И борьба между ними какая-то тут происходит. Постоянно борьба в этом доме. Не знаю, девочки, так мне подсвечивают. По дьяволу, это же, девочки, дьявол, дом, тут какие-то ограничения. Тут вот эта карта этих женского этого коллектива. Это какие-то могут быть, знаете, многоходовочки, подставы. Какие-то выяснения отношений в этом, вот под этой крышей. Так, это они сами по себе токсичные. Холод, что это? Знаете, вот так вот, как бывает, частенько, вот так вот общаешься, может быть, с каждой из них по отдельности. Ну, нормальный же человек, думаешь. И они также, когда по отдельности могут и к вам проявляться, так вроде бы дружелюбно, да, общаться, даже можете вы с ним чем-то там делиться, не приведи Господи. Вот как будто сами по себе и нормальные, не токсичные. Но когда вместе собираются, тут карта огонь, тут посмотрите, карта воздуха, то сразу огонь. Это о том, что вот как будто бы вот вместе это какая-то такая сила, они как там, может быть, там кости постоянно перемывают, и друг другу в том числе, и вам. Вот как будто бы какой-то движ, может быть, выяснение отношений, может, какие-то вот тут, как будто спокойно людям не живется. Причем тут паутина? О чем это? Паутина, закрытая история. Ну тут, знаете, тут вполне возможно, знаете, друг перед другом, у кого-то это меряются силами, да, у кого там. Тут карта сила, карта инициатива, какие-то истории. Как будто бы очень важно им друг перед другом вот будто бы показать, я вот такая вот у меня вот, там, допустим, у кого-то тут в личной жизни, вот я тут получаю какие-то тут бонусы, предложения, допустим, если у одной проблемы в личной жизни, а у второй более-менее там что-то, вот она может самоутверждаться за этот счет. Потом, допустим, у какой-то из них там что-то с материалкой вроде бы хорошо, да, пошло, карта сила, как-то она реализуется. Вот она этим как-то вот, кичится, не кичится, но как будто бы важно вот. И это токсично. Ну, как будто бы вот какой-то, не знаю, как конкуренция какая-то. Я же говорю, спокойно как будто бы им не живется. Правда, вот люди как люди, а потом вместе собираются, и это какой-то тут трындец получается. Дьявол на них, это о чем? Княгиня, леса, ворот. Что это? Эгоизм. Взять ключик.
Почему-то мне тут подсвечивают, знаете, это какое-то коллективное... Такое, как будто бы они оценивают вас по отчасти по вашей материальной какой-то, не знаю, по вашей состоятельности, по вашему доходу. При этом как-то, может быть, даже некоторые вы спрашивают, откуда деньги, в каком банке держите, да? Ладно, как будто бы они сравнивают вас с собой. Тут вот так вот как-то. При этом говорят, что вы явно им проигрываете в какой-то хитрости. Может быть, вы вообще стараетесь поменьше там общаться. Но тут как-то какие-то такие у них между собой, может, даже какие-то выяснения отношений. Мне такое, как будто бы вы вообще от этого далеки, очень далеки. Общие темы у вас могут быть тут дети, карта аисты, ключики как будто подбираете. Можете как разговаривать на какие-то темы, но при этом, знаете, то, что на самом деле их интересует вот, по поводу вас, оно как будто в воздухе повисает, этот вопрос, и он не озвучивается. Не знаю, вот так вот как-то. Интересно вот по поводу вашего состояния. Может быть, в семейных ваших взаимоотношений. И такое у меня ощущение, как будто бы они вас на самом деле как довольно-таки хорошо уже как изучили. Они как вас сканируют, по крупицам информацию о вас собирают, и у них уже она довольно-таки полная, эта информация. Может быть, вы даже сами там с одной какой-то информацией поделились по поводу, там, уж не знаю, там, мужа, там, родственников, знакомых, здоровья, еще что-нибудь, с другой еще о чем-то. Вроде бы как нейтрально, да, а потом оно вместе как-то такую картинку все получается, сходится. Вот такая какая-то сигнификация у меня вышла этих людей. Вот сейчас. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, следующее. Почему они за вами следят? Сравнение, привязанность, контроль, любопытство. Почему эти люди за вами следят? Опять токсично. Молния. Свобода. Давайте так. У меня такое ощущение, как будто бы они вас отчасти не до конца понимают, не доверяют. Ну, не факт, что там они кому-то еще другому доверяют. Тут, скорее всего, у них вообще паранойя. Наверное, вообще мало кому доверяют. Тут вы отчасти как белая ворона проходите у меня. Смотрите, вы, в принципе, как будто не совсем в этом коллективе, как вам сказать, гармонично вписываетесь. Потому что тут карта диссонанс. Видите, тут женская голова обычного размера стандартная, длиннющая шея. И тут карта неустойчивое положение. Девушка сидит на жерточке, рядом эти какие-то вороны каркают. В любой момент эти вороны вспорхнут, улетят, а она может шандарахнуться вниз. И при этом эти вороны между собой договорятся, там, поссорятся, помирятся, придут к какому-то консенсусу, а вы как будто бы не совсем из этой оперы, не совсем вы как будто бы из этого мира. Вот такое мне идет. Не то, что там вас они не принимают, они просто понимают, что вы как-то вы другая какая-то. Может быть, у вас думают, что у вас другие цели, планы. Скорее всего, многие подозревают, тут карта дьявол, еще и карта свобода. Почему? Им кажется, что вы можете тут, в прямом смысле, может упорхнуть. Если это рабочие взаимоотношения, то вы там, может, подыскиваете себе какое-то другое место работы. Или у вас могут там даже конкуренты куда-то переманить. У кого-то даже это может проиграться так. Они вас видят женщина, которая особо не будет цепляться за, как вам сказать, за заработок. Если это будет для вас токсично, если это будет, там, не знаю, противоречить вашим каким-то там, может быть, запросам, даже стандартам каким-то, может быть, моральным, да, каким-то у вас есть вот такие параметры,
на что вы готовы закрывать глазки, с чем мириться, а с чем вообще никогда не будете мириться. И они это считывают. Они считывают то, что, знаете, как будто бы, может, и будут пытаются тут карта дьявол проманипулировать, да, нащупать ваши слабые места, дабы вы, может быть, более сговорчивее были, да, или же как-то к вам какой-то ключик подобрать. Вот такое это могут пытаться, но при этом они все равно вас видят какой-то такой довольно-таки независимой. Будто бы если вот что-то действительно вам тут будет что-то не так, то вы действительно соберетесь и уйдете. И вам как будто бы, ну, будет куда уйти. Вот даже так. Но это так считывается. Значит, следят они. Почему? Потому что хотят контролировать. Потому что сравнивают где-то. И это сравнение у них, оно как будто постоянно не сравнивают. И им не очень нравится то, что вы вот довольно-таки какая-то тут свободолюбивая. Может быть, свое мнение имеете. Может быть, не вовлекаетесь в какие-то манипуляции. Знаете, тут карта дьявол, тут карта свобода. Может быть, даже вы обходите вот эти какие-то острые углы и стараетесь не вовлекаться там ни в конфликты, ни на чью сторону становиться там, да, девочки, против кого мы сегодня дружим. Ну, что-то такое оно идет. Так, почему следит еще? Тут они на самом деле как будто бы не до конца же, повторюсь, вам доверяют, они ждут еще. Сейчас объясню. Каждый же судит по себе. Вот они видят, допустим, образ какой-то. Я не говорю, что вы тут белая, пушистая, да, там, принцесса. Но эта карта, вот смотрите, дуальность. Вот они видят какой-то образ. Тут девушка в светлом платьюшке. И отбрасывает тень, тут, соответственно, она в черном, как платье. И они, вот эти вот люди, держат все, стараются держать на контроле, дабы не пропустить какой-то момент, потому что они доверяют. Они говорят, что в любой момент вот тут, как небеса, могут развернуться, вот как молния шандарахнет, и вы можете себя показать вот как-то токсично, и не такая уж вы тут и белая пушистая. Как будто бы подозревают каких-то, знаете, ну опять-таки, то ли вас подозревают, вы, может быть, недостаточно там искренне рядом дьявол, какие-то свои корыстные у вас тут, я уже не знаю, мотивы, намерения, в принципе, как будто бы вот им так хочется не пропустить этот момент, где вы, может быть, там, ну, покажете свою какую-то там вторую натуру или истинную натуру, сущность. Вот такое, как будто бы. Но я же говорю, каждый по себе это судит. На них выходила там карта токсичности. Соответственно же они так вот сканируют вас и пытаются вот этот момент какой-то ущучить, когда же вы тут приоткроетесь, когда вы покажетесь типа а-ля настоящий. Как-то так. При этом их же цепляет то, что вы, может быть, довольно-таки свободолюбивы, и действительно не собираетесь тут ни с кем какие-то такие подобострастные отношения выстраивать, или даже не видят, что вы не заинтересованы в том, чтобы особо там как-то прогибаться, прислушиваться, может быть, даже к их мнению. Вот так вот как-то. Ну вот следят по этому. Давайте следующее смотрим. Конечная цель их, да, чего они на самом деле хотят. Убедиться в чем-то, сохранить контроль над вами, подпитывать, уж не знаю, там какое-то свое состояние. Чего на самом деле они хотят, эти люди? Ой, нежность, принцесса, потеря, семью. Интересно. А страхи это о чем? Душевные муки. Это их. По поводу. Чего тут? Давайте так. На самом деле тут какой-то процент этих вот женщин, они действительно хотели бы вас как принять в свою семью. Ну, другое дело, нужна ли вам такая семья? Но они как будто бы считывают, что вы особо не хотите сближаться. Может быть, считывая, что вы особо, может быть, не доверяете им. Ну, я понимаю вас. Но тут карта просто семья, другой мир, какие-то страхи, посланник высших сил. Тут некоторые к вам тут прям испытывают неплохие эмоции. В каком плане? Они следят же за вами, да, наблюдают, анализируют.
видят вас очень достойной, хотели бы, может быть, даже с вами как дружеский какой-то формат поддерживать. Но при этом, как вам сказать, карта лабиринт урожай, это такой формат, когда, ну, больше все-таки о себе для себя. То есть они почему-то видят, что вы можете быть им чем-то выгодны, удобны. Как-то так. Хотели бы с вами типа такой вот какой-то мир. Такой нейтралитет, мир. Даже держать этот, если можно так сказать. У кого-то, если вы уже, знаете, как-то коса на камень, как-то вы не очень так вроде бы как общаетесь, то они хотели бы восстановить отношения. Даже тут вот типа наладить, да, вот семью. Воспользовавшись каким-то предлогом, может, моментом, да, каким-то, вот как будто бы, может, по-другому, но как-то вот... Вот они вас считывают, знаете, женщина, с которой стоит даже, ну, я не буду говорить дружить, дружба это другое, тут как-то поддерживать отношения, удерживать вас в какой-то вот как в какой-то такой позиции, как будто бы, ну, не готовы вас как будто бы, не отпустить. Ну, во всех смыслах. Вы им почему-то тут выгодны. Ну, тут и искренне идет уважение к вам. По карте принцессы это сродни императрице. То есть они высоко вас оценивают. Ну, императрица, да, это наилучшие качества 4 королев. Тут из вас и с головой, и с мозгами все в порядке. Внешние ваши данные. У кого-то тут еще, знаете, помимо... Тут как практичное какое-то такое прям вот. С ней нужно дружить, с ней можно типа общаться, дружить. Урожай какой-то. Благодаря ей можно собрать какой-то урожай. При этом очень многое в тени остается их каких-то там планов многоходовочек, как будто бы они предпочли бы не делиться этим по карте лабиринт, да? Типа куда-то выведет как-то, но тут такое, как будто женщина ресурсная. И глупо даже с ней не общаться, с ней не дружить, не использовать в чем-то ее, вот даже вот так вот как-то, тут даже у кого-то меркантильно, прям я говорю, как выгодно почему-то. Ой. Может, будут даже какие-то попытки опять вас как-то втянуть, типа мы же там одна семья, один коллектив, что-то такое, вот может быть, вот такие. При этом они могут опять натыкаться на вашу какую-то, как вот стена. Вежливое такое, как будто бы, да, ну в следующий раз, да, обязательно там, что там у вас будет, мы вместе там пойдем, вечеринка, уж не знаю, корпоратив там, или в принципе более тесное общение, да, ну вот не сегодня, ну что-то тут такое. А у кого-то элементарно, даже если, тут даже так может проиграться, если они видят, что, допустим, с кем-то из коллектива вы более тесно общаетесь, да, находите, может быть, темы для разговоров, какие-то общие у вас, какие-то там интересы, вот это так, то у других, там, у какой-то другой, допустим, карта страхи, душевной муки, ревность, ну, вы понимаете, да, типа ревность это не в том плане, что так сексуально, а в том плане, ну, как это там, вы с кем-то больше общаетесь, вы как будто бы открываетесь кому-то, к себе приближаете кого-то. Тут даже так. А у кого-то из девочек тут наблюдение за вами и чисто женское такое. Знаете, им кажется, что тут карта кольцо, у вас может личная жизнь лучше складываться, чем там у них. Им интересна ваша личная жизнь, им интересно ваши взаимоотношения вообще с партнерами. У кого-то тут могут наблюдать, допустим, если на работе тут вот такие карты, просто воровство, воздержание, очищение и еще карта кольцо, могут наблюдать, смотреть. Может быть, если мужчины какие-то есть на работе, они наблюдают, как вы себя с ними проявляете. Ну, не в том плане, что там компромат напротив вас какой-то иметь, но им очень интересно, как вот вы себя ведете, вот как женщина, там, допустим, флиртуете, поддерживаете какой-то разговор. Вот так вот как-то. Им очень интересно видеть вот эти ваши проявления. Ну, это кому-то. Прям так. Ну, девочки, что-то такое сегодня у нас вышло. И давайте посмотрим. Сегодня такой расклад чудной, да? Действие ключ. Как вам реагировать?
на вот это вот все. Ну, вот этот интерес какой-то. Как вам себя лучше вести, проявлять. Так, карта мужа. Аисты. Справедливость. Солнце. Черный клевер. Ой, понятно, что ничего не понятно. Но тут начало, вам говорят, в принципе, старайтесь максимально типа по справедливости, да, вот как к вам проявляются, точно так же и вы. При этом, почему унижение? Что это такое? Сердце. Это что, как себя вести? Ну, давайте так. Подумайте, может быть, если в вашем окружении, в коллеге по работе есть какая-то женщина, одна, две, у которых личная жизнь не складывается, то, ну, проблемы, да, там, с мужем, может быть, тянет на себе всю семью, там, я имею в виду, там, может быть, детки, то вам тут говорят, может быть, даже какие-то ваши заявления, разговоры по поводу вот вашей семейной жизни, любовной какой-то вашей. Если вы тут, вряд ли вы тут прям кичитесь чем-то, тут бахвалитесь, да, или рассказываете о себе там какие-то, ну, не знаю, что-то такие какие-то интимные моменты. Тут другое, тут как будто бы любые вот эти разговоры, там, где присутствует мужчина какой-то в вашей жизни, может быть, отношение мужчины к вам, может быть, ваши какие-то реакции. Знаете, вот там, ну, может там вырваться, я не знаю, там, с мужем там на какие-то темы вы общаетесь, и потом так оно у вас выскочило, да, как-то там какие-то фразы там. Они могут очень болезненно воспринимать это. У них нет этого мужчины, на которого там они могут положиться, который может подставить плечо, который может там, ну, не знаю, элементарно поддержать. Вот у них нет этого мужчины. Я вас не призываю к тому, что вы там должны там умалчивать о чем-то. Просто тут вот вы даже можете не замечать этого, да, для вас это естественно, а они себя чувствуют униженными. Они чувствуют, что у них в личной жизни что-то тут не так складывается. Почему? Тут карта униженность, карта аисты, дом. Может тоже какое-то ваше заявление вот в связи с этим, да, какое-то упоминание тут, может быть, ребенок ваш, там, ну, муж, ребенок, какой-то совместный отдых, вот что-то такое. Тут как будто бы это может вызвать у кого-то, вам говорят, ну, не нужно этим делиться. Ну, даже вы, если из лучших побуждений, даже если оно как-то в тему, не нужно. Потому что у них могут быть даже, вот, показано мне, вот, с детьми у кого-то проблемы. Может, правда, там эти, ну, женщины там тянут на себе там двоих-троих деток, им нужно там и образование дать, и обуть, и одеть из последних сил, а тут, между прочим, вы там что-то как-то так можете, ну, я сомневаюсь, что вы тут особо делитесь. Но, знаете, это может быть какая-то бытовая вообще информация, просто вам подсвечивают, говорят, не надо вообще ничему таким вот личным, семья, дети, не нужно лишний раз этим делиться и выносить это на, ну, на публику даже так. Больше какие-то рабочие моменты, больше как-то справедливость, да, будьте открыты при всем при этом, карта солнца. Но тут больше как создавайте иллюзию того, что вы открыты, я вам хочу сказать. Да, старайтесь быть вот справедливой, как вы к вам, так и вы в ответ. Показывайте свое радушие, открытость, может быть, даже где-то детскость, искренность, но при этом вас призывают к тому, что это вы должны такое себя показывать. При этом информации именно о себе, семейной жизни минимум давать. Может быть, по работе, да, вовсю там обсуждаете там что-то, какие-то нюансы, это такое. Но при этом вам говорят, не забывай, черная кошка и карта клевер, о том, что в нашей жизни все временно. Может быть, это ваше вот нахождение на этой там какой-то работе, должности, в этом коллективе. Вам говорят, да, ты будь открытой, делись там чем-то, вот я имею в виду рабочими какими-то моментами. Но вполне возможно, у тебя будут какие-то шансы параллельно. Опять предложения какие-то. И об этом молчи. Карта черная кошка. До последнего. Не нужно делиться там какими-то вашими планами, допустим, если это переход на другую там работу.
выбор другого рода деятельности, там что-то такое говорят, будут такие у тебя шансы, молчи, об этом не рассказывай. Ну, вот как-то так сегодня у меня получилось, девочки. И внимание — это еще не намерение, девочки. То есть внимание со стороны вот этих вот женщин, это всего лишь внимание, да, давайте. Человек может долго наблюдать, ну, так и не выходить из своей какой-то, не знаю, позиции выбранной. Наблюдение — это безопасно. Может наблюдать, обсуждать, там как-то корректировать поведение свое. А проявление — это риск. То есть совершенно не обязательно, что они как-то будут проявляться. Тут, скорее всего, вам нужно быть мудрой и, понимая то, что за вами наблюдают, за вами следят, в принципе, тут какую-то выработать тактику, да, как-то свое поведение подкорректировать, да, дабы, может, улучшить даже взаимоотношения в этом коллективе. Или, как вам сказать, тут просто такой интересный нюанс. С одной стороны, они вас воспринимают как какая-то вот инаковость, она не совсем такая, как мы. Но при этом я там видела реально, многие хотят с вами тут как нежность, вот, ну, они к вам испытывают нежные какие-то чувства, может быть, привязанность, действительно видят вас, вот эту вот королевишну. То есть, в принципе, можно, наверное, наладить тут контакт, если вам это нужно, улучшить взаимоотношения, быть более открытой, да, но при этом не забывать о том, что могут прийти шансы, может быть, вообще с другой стороны, и вам не нужно делиться этими какими-то планами своими, планы, в принципе, по поводу чего планы, ну, в том числе тут говорят карта князь, вы тут у меня принцесса-княгиня, по поводу личной жизни тут, и по поводу, кстати, мастерства, по поводу карьеры, планов каких-то, вот этого не делитесь. Все, мои хорошие, такой сегодня расклад. Спасибо огромное за то, что вы были со мной. До новых встреч. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.